Уходящий год стал особенным в плане, что мы увидели коренные изменения международной ситуации, в том плане, что крупнейшие международные военно-политические игроки фактически приступили в преддверии мирового финансово-экономического кризиса к масштабным акциям по усилению своих экономических и финансовых позиций за счет использования военной силы и других технологий, связанных с приведением к власти в тех или иных государствах правительств и режимов, которые были бы им дружественны. Все мы прекрасно помним и знаем события, которые происходили у нас на Ближнем Востоке и в Северной Африке. Не секрет, что за этими событиями стоят Соединенные Штаты Америки и их ближайшие союзники по Североатлантическому альянсу. Поэтому есть смысл все-таки оценить и внимательно проанализировать то, что происходило с точки зрения того, насколько эти события затрагивают интересы Российской Федерации. Я думаю, что главным итогом стало осознание того факта, что в современном сложном и меняющемся мире только с опорой на достаточную военную компоненту государства можно уверенно смотреть и чувствовать себя вот в тех сложных меняющихся обстоятельствах современного мира. Поэтому надо отметить и поддержать, что военно-политическое руководство России, президент, верховный главнокомандующий Дмитрий Медведев, премьер-министр Владимир Путин, министр обороны Анатолий Сердюков сделали очень много для того, чтобы российская армия менялась к лучшему. И мы видим реальные сегодня проявления вот того курса, который, собственно, был реализован в данном направлении. Прежде всего, мы можем сказать, что в целом завершен переход к новому облику вооруженных сил, выход на установленные параметры тех мероприятий военной реформы, которые проводились. Сегодня российские вооруженные силы приведены к миллионной численности. При этом поставлена задача иметь к 2017 году 425 тысяч контрактников, профессионалов. Это те, кто будет замещать особо сложные военно-учетные специальности, эксплуатировать современное вооружение и военную технику и, собственно, составят профессиональный костяк вооруженных сил Российской Федерации. В миллионной армии, помимо вот этих 425 тысяч контрактников, выход на эту цифру, как я сказал, ожидается к 2017 году, будет 220 тысяч офицеров и, соответственно, остальная численность будет набираться за счет призывников. Мы отмечаем начало масштабного перевооружения российской армии. Несмотря на те проблемы в взаимоотношениях, которые были между Министерством обороны и представителями оборонно-промышленного комплекса, тем не менее успешно завершена контрактация по гособоронзаказу 2011 года, и практически мы можем сказать, что на 80 с лишним процентов подписаны контракты по 2012 году. 20 триллионов рублей, выделенных на государственную программу вооружения, они теми траншами, которые определены по годам, пошли в промышленность. Зримым проявлением, скажем, вот этого курса является то, что, как объявил президент Медведев, успешно завершен комплекс испытательных пусков новой морской твердотопливной баллистической ракеты «Булава». И ожидаем, что в ближайшие дни будет объявлено о вводе в боевой состав военно-морского флота России нового стратегического подводного ракетоносца нового поколения Юрий Долгорукий с баллистическими ракетами «Булава». Он будет нести 16 таких ракет. И это зримый курс на то, что началось масштабное переоснащение, в том числе и российских стратегических ядерных сил. Ожидается, что вот эти мероприятия по укреплению ядерной компоненты Российской Федерации как важнейшего
военно-политического такого инструмента, обеспечивающего России статус великой державы, будет продолжен. Будет осуществлен серийный выпуск, в том числе и новых твердотопливных баллистических ракет РС-24 «Ярс» в подвижном варианте базирования. И помимо этого идет масштабное переоснащение также и других видов родов вооруженных сил. Мы знаем, что поступают и новые вертолеты, и новые боевые самолеты. Очень серьезно идет работа над новой экипировкой для вооруженных сил, для того, чтобы обеспечить и каждому солдату достойные, комфортные условия и жизнедеятельности, и ведения боевых действий. Мы отмечаем ту работу, которую проводит Министерство обороны по гуманизации армейской службы. Это очень важно, что у нас сегодня солдат-срочник — это полноправный гражданин Российской Федерации. И в рамках тех изменений, которые происходят, мы видим, что армия перешла к выполнению своих профильных функций. Это боевая подготовка прежде всего. Сегодня солдат не занимается у нас ни строительными, ни хозяйственными работами, как это было прежде. Все усилия — это боевая подготовка. И поездки, в том числе по воинским частям, наглядно показывают, что это именно так. Практически к весне следующего года будет полностью завершен переход на аутсорсинг всех воинских частей вооруженных сил России. Это будет означать, что практически полностью реализована концепция создания армии, которая предназначена прежде всего для выполнения своих профильных функций. Важно также отметить, на мой взгляд, и создание новой системы воздушно-космической обороны Российской Федерации как реакция на те угрозы, которые могут быть для нас актуальны в ближайшие 10-15 лет. Ввод новых радаров, которые позволяют надежно контролировать воздушно-космическое пространство по периметру границ Российской Федерации. Дальше мы ожидаем то, что будет практически завершены и начнется выпуск профессиональных сержантов, потому что сегодня только профессионал может обеспечить надежный и комфортный климат в воинских коллективах. Принято принципиальное решение и реализуется мероприятие по созданию Института военной полиции, которое также позволит резко снизить уровень правонарушений и в войсках и осуществит эффективную борьбу с неуставными взаимоотношениями. Проведены масштабные кардинальные решения по повышению уровня денежного довольствия всех категорий военнослужащих. Офицер, лейтенант, выпускник военного училища с января 2012 года будет получать денежное довольствие со всеми видами надбавок, порядка 50 тысяч рублей, полковник 90 тысяч рублей, ну и солдат-контрактник будет получать порядка 25-30 тысяч рублей, что позволит нам осуществить подбор качественного контингента для тех профессионалов, которые хотели бы, пусть даже на солдатских и сержантских должностях, связать свое будущее и свою судьбу с вооруженными силами России. Главное, что было достигнуто в 2011 году, это, я бы не сказал, что уже мы достигли нового облика вооруженных сил, но проведены очень большие преобразования в вооруженных силах. То есть закончен, как бы я сказал, первый этап военной реформы. В чем он заключается? Ну, во-первых, может быть, это всем надоело уже слышать, но создано 4 интегрированных военных округа или 4 оперативно-стратегических направлениях по географическому принципу. Это Запад, Юг, Центр и Восток. В чем как бы принципиальная важность создания этих интегрированных объединений? Это в том, что на определенной территории собраны в один единый военный кулак все виды вооруженных сил и все рода войск. Ну, например, на Западном военном округе, в Западный военный округ интегрированы Северный флот, Балтийский флот, Калининградский особый район, армия, ВВС и ПВО, даже воздушно-десантные войска в оперативное подчинение поданы. То есть командующий округом или командующий оперативно-стратегического направления, если это в угрожающий период, может действовать сразу всеми войсками, которые расположены на его территории. Воздух, земля,
космос в какой-то мере, ну и все остальное, что входит в его зону ответственности. Одним из важнейших событий прошедшего, уходящего, вернее, заканчивающегося года 2011 стало принятие госпрограммы вооружений. Я бы сказал, что позволил бы себе даже утверждать, что это, может быть, было самое главное событие 2011 года. И не просто принятие этой госпрограммы, но и начало контрактации по этой программе. Ну, среди того, что сразу можно вспомнить, что как бы наиболее выделялось, это ноябрьские контракты, ну, вот как их в прессе называют, мегаконтракты, в общем, вполне справедливо, на 180 миллиардов рублей на строительство атомных подводных лодок, как стратегических, так и многоцелевых на Севмаше, и на разработку, доработку некоторых из этих лодок. В сентябре выделялись сообщения о размещении крупных контрактов на вертолетную технику. Как мы помним, 1 сентября было объявлено о заключении контракта на 120 миллиардов рублей на закупку 140 вертолетов К-52. Но это вот только то, что просочилось, так сказать, в прессу. Понятно, что контрактация велась гораздо в больших масштабах. Здесь надо обратить внимание, что впервые в постсоветское время заключались не просто вот контракты на десятки миллиардов рублей, но заключались многолетние контракты. Такого опыта ни у Министерства обороны, ни у промышленности в постсоветское, повторяю, время не было. Так что это дело было совсем непростое, и все мы помним, и это тоже одно из важнейших событий или явлений прошедшего года, уходящего года. Это ожесточенная война между промышленностью и Министерством обороны. Ну, я бы сказал, кризис скорее в отношениях между Минобороны и промышленностью. Каковой кризис был преодолен, ну или в значительной степени смягчился вот как раз уже под конец года, когда компромисс был достигнут и контракты, как уже здесь говорили, в основном были заключены. Отметил бы я успешное развитие двух ключевых, таких эмблематичных военно-промышленных программ. Но прежде всего, конечно, необходимо сказать о том, что начала летать булава. По этому поводу много было улюлюканья злорадного, но тем не менее в этом году радикальный перелом к лучшему произошел. И завершаем мы год замечательным событием, двойным пуском или залповым пуском булавы. И таким образом, в общем, технически, де-факто, система Борей-Булава, она сейчас готова полностью к принятию на вооружение. И, может быть, действительно, она в этом году и даже будет официально принята на вооружение. Необходимо также отметить успешное развитие программы ПАК-ФА или Т-50 истребители 5-го поколения. В течение года к первому прототипу, который полетел еще в 2010-м, присоединились еще 2 прототипа к испытаниям. Таким образом, сейчас уже летает 3 прототипа. Программа, в общем, развивается, по всей видимости, успешно.